Добрый день, дорогие подписчики, с вами Чалышев Сергей, магазин magic-one.mg. Сегодня у нас будет тема порнозависимости. Вернее, это будет краткая тема в преддверии большого ролика, который я буду скоро снимать в течение недели. Сейчас наши сексологи и очень многие другие сексологи бьют на бат и кричат, что огромное отрицательное влияние на половую жизнь в парах, и не только в парах, влияет просмотр порнографии. И я решил сделать некий экскурс на основе нескольких статей из журнала The Journal of Sex Research. Американский журнал, где, собственно, все публикации на тему сексологии идут. Итак, первое, что я сразу скажу, совместный просмотр порнографии, когда пара смотрит порно вместе, никак не влияет на качество сексуальной жизни и удовлетворенностью сексуальной жизнью пар. Ну и даже там больше, там скорее влияние положительное. А почему? Почему мы узнаем дальше. На самом деле такого понятия, как просмотр порно, его не существует. Одна из статей, на основе которой это видео создано, там идет четкое разделение, что есть 4 мотивации, которые двигают людьми для просмотра порнографии. Первое – это эмоциональное избегание. Мы хотим снять стресс, нам скучно, нам нудно, мы хотим отвлечься и тому подобное. То есть некая рутинная составляющая. Я всегда говорю, что рутинизация секса – это отвратительно. Второй вариант – сексуальное любопытство. Это когда мы удовлетворяем свое любопытство, смотрим, а что еще можно, а что еще бывает, а как еще можно. В том числе некоторые люди просматривают фотографию в качестве пособия. В качестве пособия, конечно, смотреть бесполезно, потому что там все позы, ракурсы и огромные члены и так далее. Это скорее дань видео, чтобы вы его смотрели, а вовсе не показатель обычного секса. Хотя ролики обучающие тоже бывают. Когда-нибудь я сделаю на них обзор. Еще один тип людей – это люди, которые ищут волнительные переживания на тему секса. Что-то, что их возбудит, что возбудит их фантазии, желания. По сути, поместит их в некий мир грез, в мир фантазий. Для таких людей мастурбация – это уход от реальности, уход в мир иллюзий и фантазий. И это, кстати, неплохо. Ну и обычное сексуальное удовлетворение. Ну, то бишь у нас стал, мы подрочили, все хорошо, пошли дальше. То же самое у женщин. И самое интересное, в 45% случаев всего просмотра порно в одиночку у мужчин данный показатель, частота, то есть частота их мастурбации под порно, никак не повлияла на их семейную жизнь и никак не влияет на их удовлетворение с их сексом. Тот же показатель у женщин 42%. То есть эти люди могут вообще не париться. Но вы увидели большие цифры в конце. На самом деле оставшиеся проценты строятся не только на тех, у кого вызвало проблемы. Нет. Так что злопыхатели сейчас пока что немного поумерьте свой пыл. В другом проценте заложены и те, на кого это действует положительно, и те, на кого это действует как слабое снижение личной жизнью, среднее и сильное. И более того, в этих же процентах зашиты те люди, чья жизнь уже плоха. И кто смотрит порнографию, потому что, увы, избегать этого партнера или эту партнершу для них, увы, жизненная необходимость. Для таких людей, кстати, сразу скажу, забегу вперед, вам, конечно, к сексологам. И еще одна часть людей, кто тоже абсолютно может не париться, это люди с высоким уровнем возбуждения изначально. У мужчин, у которых очень высокий уровень возбуждения изначально, постоянно, перманентно, ну то есть такие, я не скажу слово альфа-самцы, потому что, например, Дэнни Девито, такой маленький карлик, такой толстенький, лысенький, он всегда показывал высокие показатели, у него куча детей, очень крепкая семейная жизнь. И, как уверяется в некоторых летописях, он показывал просто безумные достижения в плане секса. Поэтому это не альфа-самцы, это только люди, у которых высокий уровень возбуждения всегда, и мужчины, и женщины. Так вот, у 95% таких людей просмотр порнографии и частота просмотра порнографии и мастурбация никак не влияет на их семейную жизнь. Вернее, сексуальную жизнь. Этих людей мы тоже отметаем в сторону, вы можете не париться. Отдельная составляющая, конечно, женщины. 95% женщин не имело проблем с порнографией вообще. И более того, чем лучше была у них их сексуальная жизнь в паре, тем больше они просматривали порнографию. Ну, то есть это такой вулкан. Он запускается, начинает извергаться, и чем больше у него страсти, тем больше он начинает извергаться. И неважно, там, на всего мужчину, на порнографию, на секс-игрушки, на вибраторы. Да, у женщин нету рефрактерного периода, и поэтому им не надо париться, что они позанимались сексом, или помастурбировали, или позанимались сексом с вибратором, и потом у них чего-то не хватит. Увы, это только наша мужская особенность. Поэтому женщин тоже мы отметаем. Вообще, в принципе, практически все проблемы из-за порнографии выявляются именно у мужчин. Да, у женщин тоже бывает, но там какой-то совсем маленький показатель. Итак, вернемся к нашим мотивам просмотров порно. Откуда же, какие именно из них выявляют проблемы? Потому что до этого исследования никто не обращал внимания, почему человек смотрит порно, в
чем причина? Все гребли под одну гребенку. Он смотрит порно. Самый-самый высокий показатель, который влияет на уровень очень низкой оценки удовлетворенности сексуальной жизнью, это вовсе даже не порно. Это стресс. Он был прям на первом месте. Огромная цифра. Второе место, откуда могут появляться проблемы, это использование порно для эмоционального избегания. Ну и здесь все, конечно же, понятно. Если у вас в жизни все плохо, если у вас стрессы, если вам нужно прибегать к мастурбации в качестве развлечения, такого вот снятия стресса, то да, у вас, скорее всего, могут быть проблемы. И ищите, кстати, не в порно, а опять же в личной своей жизни. Третье место, которое тоже влияет отрицательно, это снятие сексуального напряжения. Ну да, конечно, пары, у которых все хорошо, у кого секс регулярный, частый и качественный, там снимать напряжение дополнительно не требует. Но опять же помним про женщин, им требуется. И помним про мужчин с высоким уровнем возбуждения в принципе. Да, им тоже требуется. Четвертое место. Те, кто ищет сексуальных фантазий. Здесь часто наши сексологи приводят в пример. Вот у мужчин фантазии, там, секс с двумя девушками, с тремя, с четырьмя. И это часто проблема, это нереализуемо в жизни. Да-да-да, это нереализуемо в жизни. Но есть такое произведение Нэнси Фрайдей. Там описываются женские фантазии. Там, просто через одну, даже, наверное, вот через две ее нет этой фантазии. Секс, с несколькими мужчинами, да еще и с неграми. Поэтому здесь наши сексологи ошибаются. Надо читать все-таки нормальную литературу и нормальные исследования, а не только те учебники, которые вы в детстве читали в университете. И, как ни странно, вот этот вот самый поиск фантазий, вот в мир грез, некий такой на время погружения, в большинстве случаев является уже положительно влияющий фактор. Он немного, он там чуть выше нуля, но уже положительный. И пятое место, где прям положительно, прям вот на 50%, там 46, по-моему, что-то такое, это те, кто смотрит порно для удовлетворения собственного любопытства. Вот эта часть не влияет никак отрицательно, она влияет только в положительную зону. Так что, как вы можете видеть, порнография не только создает массовые проблемы невротиков, которые стоят потом в кабинеты сексологов со своими проблемами, но также имеет и положительные свойства. Ну, понятно, на самом деле вопрос, что за порно вы смотрите, это в первую очередь. Это важно, если, конечно, как в фильме «Без чувств», когда мужик там уже в 6-й раз пытается сдать сперму и говорит: дайте мне что-нибудь такое мощное, дайте мне что-нибудь такое бомбезное, там 3 карлицы отсасывают у козла. Вот такие видео, да, наверное, плохо повлияют на ваш ментальный уровень. Ну и опять же, у меня есть большой-большой вопрос. А если бы не было порно, не стояли бы те же самые толпы в кабинете сексологов с проблемами, только уже не по порнографии, а по какой-нибудь другой теме? Если вам будет интересна полная версия видео на эту тему, ставьте лайки, обязательно комментируйте, спрашивайте. Чем больше комментариев, тем выше видео в топе. Мы не просто так про это спрашиваем. У меня есть видео про минет, которое люди закомментировали прямо сразу. Мужик рассказывает про минет, как его там делают, что я там ощущаю и так далее. Девчонки, конечно, вау, это круто, было очень полезно. Они все закомментировали, и видео до сих пор в топе. Так что помните, порно может быть как очень сильно отрицательным показателем, который влияет на вашу сексуальную удовлетворенность, также и положительным. Главное, как это использовать. Всегда есть инструмент. Его всегда можно использовать. Нет плохих вещей и хороших. Есть инструменты, которые мы используем по-разному. Итак, с вами был Чалышев Сергей, магазин magic-one.me. До встречи в следующих видео. Надеюсь, вы захотите, чтобы я снял полную версию.